меня сложилось ощущение, вот, по некоторым письмам, по некоторым там откликам, вот на YouTube я смотрю, что люди очень простых вещей сейчас перестали понимать, очень простые вещи перестали понимать. И поэтому такое сложное учение давать такой суете. И потом не надо забывать, что то есть у нас была комплексная такая создана среда для людей с помощью владык. То есть мне владыки подсказывали, что нужно делать, и я делала так, как они велели, что ли. То есть они говорили о том, что должна быть создана специальная зона далеко относительно от города, где бы люди могли проживать какое-то время в хороших условиях, где бы их вибрации могли выравниваться и подниматься выше, чем их обычные вибрации, если они проживают в городах в привычной обстановке. И таким образом мы создали ашрам по Домском, где был мой дом и где был дом, где люди могли проживать, который был построен специально для людей, которые могли туда приезжать, находиться вот в этой обстановке, возвышать свои вибрации. И тогда, когда люди приезжали, раньше, чем через 1-2 дня, я с ними никогда не говорила, потому что люди должны были выровнять свои вибрации с энергетикой ашрама. И только после этого я могла с ними начать говорить на хорошие темы, божественные. И после этого, когда мы создали Сириус-центры, первоначально Сириус-центры были созданы как просто книжные лавки, потому что у нас не было выхода на крупные книжные сети. Вставал вопрос, как можно эти книги доносить до читателей. И таким образом были созданы Сириус-центры. Но потом возникла такая мысль, что эти Сириус-центры могли бы стать и источниками распространения учения. Но для того, чтобы это произошло, руководители Сириус-центров и активы Сириус-центров должны были проходить регулярное обучение на базе учебного центра и созданного университета этики жизни, чтобы можно было выделить те темы, на которые они могли бы говорить, распространять их дальше. И было прочитано порядка 20 или 30 лекций на университете этики жизни и примерно столько же лекций потом в классах по вебинарам, которые можно было бы дальше распространять, потому что каждую из этих лекций я сама прослушивала, сама прочитывала, делала замечания, мы это публиковали в книгах, и все имели возможность эти книги получить бесплатно. Но потом все нарушилось. Сначала не состоялся университет, потом стали происходить некачественные вещи в Сириус-центрах, когда на базе Сириус-центров приходили люди из каких-то других течений, начинали там свои лекции читать и так далее. Те руководители Сириус-центров, которые там находились, они не могли объяснить, почему нельзя читать посторонние лекции на базе Сириус-центров. И в России Сириус-центр пришлось все закрыть. Но сейчас передо мной встал следующий вопрос. Я не могу быть уверена, что вообще Сириус-центры могут доносить до людей информацию, учение, если они не проходят постоянного обучения, и я не могу контролировать процесс их духовного роста,
не могу гарантировать, что они смогут правильным образом некоторые вещи преподносить. Понимаете? Так вот, что в этой ситуации лучше? Давать учение на очень плохом уровне, либо не давать его вообще, а просто чтобы люди пользовались первоисточником, книгой. Вот как вы думаете?